Друзья, всем привет. Кузя, я понял. Смотрите, приехала к нам вот такая джета. Это мне привезли машинку на восстановление. То есть у нее кузовщина вся в принципе целая. Проблемки только у нее передний бампер, капот, решетка радиатора фактически и крыло. Немножко вот здесь вот подмято. Ну тут его в принципе без проблем ребята отрихтуют без покраса. В общем, машинка целая, это 16-й год. Видим, комплектация спорт. Они идут с туманками. Вот на таких дисках 17-й. Да, подушки немножко здесь стрельнули по салону. Ну как немножко. Получается одна боковая шторка. Вторая боковая шторка. Как обычно у нас американские автомобили не отличаются чистотой. Подушка здесь водителя, получается, выстрелила. Вот такая приборка МФА. Черный потолок. Очень красивые сиденья такие под кожу. Комбинированные черно-белые. Так, видим здесь уже вот ребята либо на капарте, либо не знаю где, уже при транспортировке пытались. Как видим, уже здесь она приехала в таком состоянии. У нее проблема в том, что не переключается селектор ни в какое положение. Сейчас вот, значит, включили мы приборную панель. Как видим, у нас горит вся гирлянда. Диагностировать будем программой Audi Series. Подключимся к автомобилю. Ребят, напомню, если будете делать диагностику, обязательно заряжайте аккумулятор автомобиля, аккумулятор на ноутбуке, чтобы у вас в процессе диагностики не отключилось где-то питание, потому что можно завалить какой-нибудь блок. Всю свою диагностику я покупаю на сайте интернет-магазина UBD Store. С ребятами давно сотрудничаю. В общем, качественная продукция у них, проверенная, дают гарантию. Поэтому на любой товар по промокоду ValentинkaE у вас будет скидочка. Поэтому здесь вы найдете много мультимарочных, всякие ВАСИ-диагносты, ELM-адаптеры. В общем, что понадобится, крутой сайт. Переходите по ссылочке, заказывайте. Также, если у вас какие-то возникают трудности там с программой Користа, переходите на мой телеграм-канал Вагнепр. Там есть это все бесплатно, найдете, все есть ломаные уже моменты, пропаченные. В общем, качайте. Будут какие-то вопросы, пишите. Друзья, ну а кто смотрит мой канал и еще не подписан, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Поставьте лайк данному видео. Если какие-то будут вопросы, пишите в комментариях. Также ссылочки под видео в описании будут на мой инстаграм-канал, на мой фейсбук, телеграм-канал есть. Поэтому там мы сможем, там проще будет общаться, чем в ютубе. Переписываться, там обмениваться файлами можно. В общем, заходите, подписывайтесь, кто еще не подписался. Но мы продолжаем дальше диагностику нашего автомобиля. Так, ну а мы продолжим, значит, диагностику. В общем, запускаем. Так, при запуске ведомой диагностики он у нас попросит указать здесь двигатель, как бы он определяет ВИН-код автомобиля. Так, выбираем, значит, у нас мотор здесь CPRA 1.8. Так, подтверждаем. Так, прочитала у нас, значит, программка блоки. Ну, здесь могут быть спорадические ошибки, которые влияют, допустим, та же система регулирования КБ, когда здесь есть ошибка, она будет отображаться на электронике двигателя. В общем, здесь надо разбираться более детально. Сейчас будем смотреть по всем блокам. Как видим, оно у нас все красное. Поэтому сейчас в данный момент меня интересуют ошибки по автоматической коробке, да, куда нам двигаться, чтобы понять, почему она у нас не переключается селектор АКПП. Предохранители я уже проверил все. В общем, это дело не в предохранителе. Сейчас будем разбираться дальше, в чем проблема. Так, значит, вот что он нам показывает. Получается, селектор АКПП. В регистраторе события сохранена ошибка P18930. Что оно нам пишет? Значит, провод передачи сигнала Tiptronic, электронеисправность.
Сейчас будем, значит, разбираться в проводке, посмотрим контакты, возможно, что-то с разъемом, ну и дальше будем смотреть. Так, значит, ребята, смотрите, к чему приступим. Программка нам подсказывает проверить все разъемы, которые подходят к коробке. Также, кто не знает, где находится блок управления АКПП, то я вам подскажу. Он находится вот здесь вот в жабо под лобовым стеклом. Сейчас мы здесь подразберем немножко вот эту панельку и будем смотреть, что с нашим блоком все-таки. То есть надеюсь, что мы сейчас найдем причину и все-таки восстановится наша коробка и будет работать селектор. Мы сможем нормально хотя бы передвигаться на данном автомобиле. Чем мне нравится еще работать с Otis, потому что здесь я могу вывести топологию шинных данных. Когда есть такая схема, то уже понятнее, куда двигаться нам, да, что с каким блоком происходит. Так, значит, мы сейчас снимаем поводки дворников, да, чтобы нам снять это жабо. То есть они откручиваются здесь просто, гаечки на 14 сняли, какой-нибудь проникающей смазочкой немножко пшикнули, потому что они закисают. И в основном они обычно не бывают на конусе, возможно понадобится какой-нибудь съемничек, аккуратненько их снять, чтобы не оторвать сам механизм. Так, поводки эти оказываются не очень простые. В общем, я даже запшикал этим, видим, у них здесь такая шлицы. Видите, они под конус идут, крепление. То есть оно все ржавое здесь обычно. Поэтому просто так он не слазит. И чтобы вы его не поломали, в общем, вам понадобится какой-то съемник. Это у меня съемник для подшипников, поэтому у вас может быть другой какой-то специальный для поводков есть. Такой с вилочкой снизу. Поэтому, ребят, ну не бейте их, не ломайте. Аккуратненько снимайте съемником. Все, сняли второй поводок. Теперь процесс у нас разбора пойдет быстрее. Кстати, ребята, многие спрашивают, где ты покупал вот такие вот штуки водоотталкивающие, да, это барьер для воды. Ребят, ну, я не знаю, возможно, думаю, они есть где-то, можно поискать в интернете номер. Но такие уплотнители, они ставятся уже с завода. То есть, вот видите, на этой версии стоит. На моем автомобиле также они стоят. То есть, видите, вот по краям есть эти резинки. Поэтому... я думаю, можно посмотреть где-то загуглить. Если я найду, я под видео подложу номера, подложу ребят, у кого можно заказать. Кстати, небольшая рекламка. Компания Автонова Д. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Занимается запчастями на все в основном автомобили, но их конек это ваги. То есть самые классные цены будут у них. У них, насколько я знаю, даже Exist делает свои закупки. Поэтому ссылочку оставлю в описании. Менеджер там, который ведет мой канал, это Александр. То есть пишите ему напрямую и звоните, потому что если позвоните, попадете на другого, никакую скидку вам не сделают. Поэтому по промокоду ValentинKE получите скидочку на все запчасти. Также с Александром можно будет связаться на моем телеграм-канале, это ВАГ Днепр. Я добавлю в видео всплывающее окошко где-нибудь здесь его ник Telegram. То есть можете сразу писать ему по всем вопросам, по запчастям в личку в Телеграме. Саня, ты уже не серчай, да, что я тебя так тут разрекламировал. Ну, в общем, люди будут обращаться, потому что, сам понимаешь, Volkswagen требуют запчасти. Снял жабо с автомобиля, ребят. Ну, можно было, в принципе, там поводки не снимать. Вам достаточно, чтобы добраться к блоку коробки. В принципе, было снять это левое жабо. Я уже просто забыл, как оно там где выглядит. Также кто-то у меня спрашивал, где находится фильтр салона, который я ставлю дополнительный. Вот он у нас, ребята, вот так вот снимается. Это пластмассовая штучка. В принципе, тут ничего сложного нет. И вот видим, по заводу идет вот такая сеточка. Видим, сюда уже вот, смотрите, видите, елки полезли. Еще бы немножко, и она бы уже у вас была в моторе. Потому что там сразу идет уже двигатель печки, вентилятор. И потом шелестит оно все по всему салону. Поэтому кто-то сюда ставит, натягивает какие-нибудь тряпочки. Ну, мне больше нравится поставить пластиковый корпус и вставить уже сюда фильтр. Сейчас покажу, какой он сюда используется. Вот такой вот фильтр я заказываю на AliExpress. Там получается $5. 2 фильтра, что-то такое. Ну, короче, мешок фильтров. Мне 2 фильтра хватает на год. К нему нужно будет еще докупить сюда площадку под этот фильтр, потому что вы на эту пластмасску не установите такой фильтр. Ссылочка вот здесь будет в описании, выплывет. Посмотрите, как я устанавливал на свой автомобиль.
эту здесь площадку. Так, вот значит я снял блок управления АКПП нашей. В общем, она у нас тут никаких моментов нет. Снимается он очень просто. Здесь такие вот усики, защелочки. Поэтому, кто будет разбирать, в принципе, сложностей никаких нет. Вот он так выглядит у нас. Как видим, Made in Japan. Aisin все-таки делает. Ну, логично, да, если у нас коробка Aisin, то значит блок к нему также идет, поставляется на Volkswagen с Aisin. Не мексиканцы. А в общем, проверил я, значит, все здесь контакты. Никаких подозрений нет на окисление. Значит, мы здесь все собираем обратно. Сейчас я его обработаю смазочкой специально для контактов. Смазку я использую вот такую. Получается смазка для электроконтактов. Проверенная мною. В общем, очень классно обрабатываю клеммы на аккумуляторе. Он дает такую защитную пленку от коррозии. В общем, ну, не будет окислений никаких. Особенно на медных контактах. В общем, ну, рекомендую. Неплохая. Все, значит, мы здесь собираем. Переходим по другому этапу, ищем, где у нас еще есть соединительные какие-то соединения, которые отвечают за АКПП, и сделаем повторно потом диагностику. Так, следующий этап, хочу добраться здесь, подразобрать немножко воздухан. Я вот уже отсоединил воздушный этот патрубок, который идет у нас. Так, закрываем отверстие, чтобы у нас туда мусор не летел. Так, значит, здесь у нас небольшая печалька, огорчение. Корпус воздушного фильтра разбит, поэтому либо будем искать нижнюю часть его только, либо если он продается в сборе, то будем искать в сборе. То есть агрегат очень большой, здесь есть все номера. Получается, сейчас я буду звонить Александру своему, либо у нас еще есть ребята Wach Motor Parts, также приложу ссылочку на них. Они у нас занимаются разборкой в основном американских автомобилей, то есть Jetta, Volkswagen, Passat также у них есть. Ну, будем смотреть. Ну, я думаю, обычно такой фильтр продается в сборе, либо уже смотреть как новую деталь, только отдельную половинку. Ну, сейчас обращусь к Сане, посмотрим, что он нам предложит. Ну, жалко, да, вроде так сверху был целый фильтр, а оказалось, его просто придавило вот так вот частью, и он здесь рассыпался. Все, здесь видим, получается, наш актуатор, который идет на коробку. То, что мы вот снимали, вот у нас еще здесь есть разъем. Сейчас снимем с него клеммы. Видим, здесь у нас все ржавое. Сам актуатор, в принципе, переключается. Сейчас будем смотреть, где же у нас все-таки потеря связи идет с блоком. Так, новые нюансы немножко доглядел здесь. Получается, думаю, ну пойду посмотрю здесь на некоторых коробках. У нас здесь стоит фиксатор, да, который можно при там транспортировке, когда автомобиль не заводится, чтобы разблокировать селектор АКПП, да, допустим, если или аккумулятор у вас сел и вам нужно куда-то машину отбуксировать, то обычно здесь, либо на обычных корейцах, японцах удобно здесь какие-то кнопочки обычно на коробке, да, там Lock Shift, там и все такое, ты нажал и разблокировал селектор. То вот у Фольца вот геморройно вечно, вот надо разобрать полторпеды, чтобы добраться здесь. И здесь был такой рычажочек, я сам подглядел в интернете, я его не видел у себя даже, не просто когда разбирал, не помню. И вот здесь вот я смотрю, вроде какой-то рычажок есть, но когда я его начал доставать, я его достал, и что вы думаете, это за рычажочек? Это, блин, палочка какая-то от кофе, в общем. Вот такая, то есть получается здесь уже кто-то сюда лазил. Кстати, палочка, я вам скажу, она, блин, тут текст на русском, но явно не с Америки. Короче, кто-то тут уже пошаманил. Либо просто кто-то спионерил эту палочку, кому-то она явно нужна была. Либо на таможне, либо какие-то эвакуаторщики злостные. Ну, короче, ладно, сейчас будем разбираться, в чем проблема. В общем, он у нас все равно, даже сняли эту палочку, он у нас никуда не двигается. Разбираемся дальше. Так, значит, достал я этот штырек, установил его на место. Видимо, он уже там. Если у вас сел аккумулятор, либо какие-то проблемы с коробкой, там, и далее вы не можете передвигаться, и вам нужно отбуксировать автомобиль, либо загрузить на эвакуатор, то вот достаточно снять вот эту вот пластмассочку, только
Снимайте ее аккуратно, не так как эти изверги, видите, тут отвертками поковыряли. Все, вы добираетесь до этого желтого фиксатора и просто его нажимаете вниз. Покажу уже наглядно, чтобы вам было понятно. Нажимаем просто фиксатор, включаем ручку и все. Видим, у нас селектор уже передвигается без каких-либо проблем. Вот поэтому он вот так вот у нас работает. Так, ладно, смотрим дальше, что у нас с электроникой, почему у нас не работает селектор штатно. А на палочке я, в общем, вычитал, думаю, что же здесь все-таки было написано. А здесь было написано белая береза. Поэтому это наши соседи белорусы. Ребят, кто с Беларуси, знаете, что ваши палочки используют, видать, это мороженое, я так понял. И хотели им разблокировать АКПП, но не получилось. Засунули ее, потом достать ее не получилось. Так что не знаю, либо это в Америке пихали, либо это уже на таможне кто-то ел белую березу и вот так хотел ее приспособить в Volkswagen. Так, смотрите, ребят, добрался я, значит, к коробке. То есть этот разъем я еще не трогал, но снял вот этот вот нижний, вон его черный видно, да? Так, вот он. И там вот следы влаги есть, то есть он мокрый. Он почему-то весь в воде, видите, да, там у нас получается, вот он, вот этот, и он почему-то весь в воде. Сейчас я его просушу феном, смажу и обратно накинем, посмотрим. Возможно, проблема в этом, то, что он там коротит. Так, процесс сушки. Так, значит, этот я разъем просушил, его смазал. Вот у нас есть еще один разъем. Сейчас его тоже открою. Посмотрим контакты. Так, значит, контакты почистили. Сейчас подключились опять к коробке. Сейчас вот, то есть, вот такие у нас были ошибки по блоку управления АКПП. Видим, да, несколько ошибок. Сейчас мы их удалим. И посмотрим, опять сделаем опрос. Так, значит, нашел я еще два проводочка, которые коротили вот так вот здесь вот на массу. Получается, не знаю, что это за провода, возможно, они без разъема, либо от датчика какого-то, либо от подушки. В общем, пока непонятно от чего. Сейчас я их заизолирую, чтобы они нам не давали какие-то спорадические ошибки. В общем, здесь также зачистил все клеммы, которая масса идет. Вот здесь вот были болты уже ржавые. Также вот здесь вот у нас идет клеммник, который идет на кузов. Сейчас еще здесь коробки тоже позачищаем, потому что все поокислялось. Короче, народ, я нашел, откуда эти два проводочка. Хорошо, когда есть еще одна такая же джета, и можно заглянуть и посмотреть под капотку. Поэтому сейчас расскажу, откуда это у нас. И да, ребята, кто впервые пришел на мой канал, 1.4 мотор TSI CZTA ездит на газу. Вот такое газовое оборудование стоит, блок управления. Поэтому есть видосик, посмотрите, если что. Так, а этот, значит, у нас идет разъем. Он идет у нас на датчик. Вот на датчик. Вот у нас видно, что обрыв. Сейчас включу фонарик. То есть вот видим, вот здесь вот у нас оборвало. Поэтому мы потом купим либо новый разъем, либо этот перепакуем. То есть это датчик радиатора охлаждения двигателя. Их здесь несколько должно быть. Вот он, по нему у нас тоже есть ошибка. Так, смотрим дальше. Получается, здесь, смотрите, еще такая вот ошибка. Сейчас зачистил уже все клеммы. Сейчас запущу новую. Видите, паркинг загорелся. Увидела коробка, что она стоит в том положении, и исчезла. То есть здесь индикация должна светиться постоянно. Выключили зажигание, включили, П зажглось и убралось сразу. Так, значит, нашел я причину, подозреваю, в чем проблема у нас. Ошибка по
этому по коробке. Значит, нашел здесь, добрался уже жгут, который коса идет, да, и там в том числе провода от коробки. Вот они у нас идут, получается. Вот выход один идет, вот второй. Вот они входят тут в эту, вот третий пошел. И потом оно все у нас идет в центральный жгут. И жгут уходит под платформу аккумуляторную. И здесь стоял воздушный фильтр. Он снизу был продавлен, да. И вот видим, сдерта уже изоляция. Вижу, что проводочки подмятые. Сейчас буду распаковывать. Сниму вот эту платформу. Буду распаковывать и будем искать причину. Так, разобрали платформу. Все, сейчас у нас доступ есть к косе. Сейчас ее здесь аккуратно перепакуем. Вот, значит, кто не знает, где у нас теплообменник на коробку находится. Какая-то дана, блин. Поэтому радиатор охлаждения жалко, что на этих коробках нет. Даже на версии Sport могли бы сделать какой-то радиатор охлаждения. Потому что двигатель все-таки помощнее уже идет. Люди любят на ней порысачить. А коробка у нас нормально не охлаждается. Поэтому, ребят, данные моторы, если вы там их чипуете, делаете стейджи, обязательно делайте какой-то выносной еще радиатор для коробки, потому что она просто подкипает очень хорошо, масло внутри подгорает. Так, зачистили здесь, значит, место нам уже обтрусили, обрезал лишнюю изоляцию. Сейчас там нашел один проводочек, второй был подмятый. Получается, видите, здесь угол, и когда вот так вот жгут лежал, то еще просто придавил его фильтр. Все, сейчас меняем изоленту. Использую такой вот 3М. Кстати, очень неплохая, такая качественная. Это то, что у нас на рынке есть, нашел. Все, сейчас заматываем и тестируем ошибки. Так, все, вот перепаковал я, значит, косу. Значит, там обжал несколько проводочков, позачищал даже те, что не перебитые были, но изоляция была сдерта. Поэтому все заизолировали, перепаковали. Все, теперь у нас коса, надеюсь, все у нас в рабочем состоянии. Ну все, собираем теперь в обратном порядке. Смотрите, тут видите, у них есть защелочки такие. То есть составляйте их обычно, потому что оно тогда плотненько держится. Все, они вот так защелкиваются. Видим, вот эти вот здесь дверки тоже закрываются. Видим, все укладывается. Все, сейчас дальше собираем, цепляем аккумулятор, подключаем диагностику, смотрим на ошибки. Так, пересели мы в автомобиль, сейчас подключили, значит, аккумулятор, собрали мы, значит, там все провода, все разъемы я втыкнул. Сейчас проверяем, то есть видим уже, да, вот у нас есть прогресс, отображается уже положение селектора. Раньше у нас вообще не светилось. Все, теперь у нас все включается без помощи. Выжимаем тормоз и видим, уже у нас индикация приборной панели отображается. Все режимы ручные, все отображается. Сейчас мы запустим диагностику, посмотрим ошибки по коробке, что она нам это показывает. Все, как видим, значит, у нас коробка уже у нас не подсвечивается красным. Заходим в план диагностики. Вот у нас была тогда ошибка по селектору и магнит для разблокировки рычага селектора. То есть, когда мы уже сюда заходим, я уже заходил там, пишем все в регистраторе события, нет ошибки, указываешь на селектор. Так же самое по этому пункту. Все, видим, что у нас по данному блоку ошибок уже нет. Все, поэтому продолжаем дальше сборку нашего автомобиля. Заказали сейчас запчасти. Все, народ, дальше мы, значит, ждем запчасти, ждем радиаторы, ждем усилитель, ждем телевизор. Если вам будет интересна стоимость ремонта данных повреждений данного автомобиля, то поставьте плюсик или напишите что-нибудь в комментарии. То есть я потом, после того, как мы закупим запчасти какие-то, я приложу какие-то ссылки. В общем, подробности, список запчастей, что у нас сюда ушло. Все приложу в следующем видео.